Всем здорово! Находимся на широченных просторах матушки реки Волги. Лирическое отступление. Здесь у нас много лет тому назад проплывал Иван Васильевич Грозный со своим многотысячным войском. Шел на Казань. 4 раза он пытался ее захватить, но все безрезультатно. Поэтому он решил просто построить город. Город на острове, назвали его потом Свияжск. Сделал он следующее. Значит, здесь где-то неподалеку были большие дубовые леса. Он эти леса выпилил, срубил там же, на этом же месте, целый город, и крепость, и дома, там все, короче, полностью. Потом все это разобрал, отмаркировали они, сплавили по реке, и на острове за 2 недели, по-моему, что-то я вот так вот читал, воздвигли этот город. И с помощью него только лишь получилось вот взять Казань. У нас примерно то же самое получилось, только вместо дубов из Сибири мы привезли кедр наш сибирский. Диаметр баньки 36-38, размеры баньки 13 на 6, 13 метров по длине вместе с входной группой, то есть жилой контур 10 на 6, 4 полноценных комнаты, это зал, гостевая, дальше санузел, такой тамбурочек, дальше мойка и парная, то есть полноценных 4 комнаты, без второго этажа.
Значит, срублен был скрайбингом, канадская чашка, завешивания были очень серьезные, как обычно, все 1,5 санта внизу, и дальше чуть на уменьшение у нас идет по схеме. Сейчас, как мы видим, все успешно задавилось. Ну, вот так вот. То есть какие-то срубы, когда мы приезжаем уже после усадки, можно сказать, еще где-то там какие-то щелки имеются по пазу, то здесь, как мы видим, все удачно уже практически село на места. Изначально, когда делали этот проект, когда разрабатывали эту баньку, у заказчика было пожелание, чтобы образ был сказочный максимально. Вот. И подключили художника, начали работать. Заказчик говорит: нет, не пойдет этот проект, давайте что-то другое рисовать. Я, значит, говорю художнику: этот проект не пойдет, давай рисуй другое. Художник впал в ступор, говорит: нет, ничего не получается, как бы нарисовать ничего не могу. Вот. И тут я задумался, то есть, как бы, в принципе, был проект на стадии провала, потому что художника не было, вот, образ нарисовать художественный, сказочный никто не может, вот что делать? Ну, как говорится, Господь подвел человека в нужный момент, художник пришел, следующий, другой, вот, и быстро накидал эскизы, несколько вариантов, один из которых вот заказчику сразу пришелся по душе. Он говорит: вот этот берем, все делаем, отлично, понравился. Вот, соответственно, начали прорабатывать уже дальше, конструктив пошел, вот, и все поэтапно начали продвигать. А изначально, конечно, эскиз, который ко мне пришел, ну, это было что-то нечто. Там, во-первых, и ошибок очень много было, чисто технических, короткие свесы, но это я все показывал, в принципе, в предыдущих видео, где у нас было посвящено там проектированию. Вот, если что, можете зайти посмотреть. Но в итоге вот получилось то, что мы видим. То есть сразу максимально включились все. И Серега Черкесов, то есть сразу мы предложили вот эту резьбу столбовую, на столбах то, что у нас на торцах. Вот, заказчик говорит: конечно, это добавит сказочности, добавит необычного эксклюзива. Ну и, соответственно, все, что у нас есть, мы опять же внедряем в наше строение. То есть максимально все. Это и пост-энд-бим фермы, входная группа с камлями, с выносами, с расклешенностями. Получилось удачно, пришел именно тот лес, который нам нужен. Значит, сложно найти лес расклешенный, именно 36-38, весь 1 к 1, чтобы он был, и чтобы его, так как говорится, количество хватило на объект. Но здесь получилось это у нас. То есть, как мы видим, все бревна, которые у нас идут на вынос, все расклешенные, и, соответственно, на них удачно легла резьба. Выполнял резьбу ученик, подмастерье, можно так сказать. Но, как мы видим, выполнено все максимально профессионально, качественно. Вот душа как бы поет, когда смотришь на эти торцы, нету никакого диссонанса, никаких-то там ромашек, вентиляторов, пропеллеров там и прочих. Вот здесь у нас все линии плавные, перетекающие. Ну, в общем, гармонично получилось, мне нравится. Вот, Серега Черкесов был, можно сказать, начальником этого всего вот проекта резьбы именно. И научил подмастерья Матвея, который уже сам практически, Серега ему там показывал что-то, где-то какие-то линии там задавал и прочее. Несколько торцов он сделал, потом уже подмастерье включился и сам практически все торцы сделал, закончил. То есть вот мы видим сейчас результат. Ну все, значит, что у нас? Крыша стоит, как я уже и говорил, мы делаем сейчас объекты с крышами. Игорян у нас ответственный за это дело. Сейчас мы его сюда позовем, немножко порасспрашиваем, ну и просили его поснимать видео о процессе, как эта крыша строилась. Что-то он снял. Сегодня начинаем изготовление крыши. Начинаем с обработки необрезной доски. Сейчас мы покажем вам, как это все делается. Вот ребята уже начали процесс, строгают, шлифуют. Давайте посмотрим.
Ну вот мы находимся в помещении, это дом заказчика, который рядом с банькой находится. И Игоряну было очень удобно это помещение, так как он здесь проводил обработку доски. Да, Игорян, расскажи что-нибудь, как вообще нужно, не нужно такие помещения рядом, чтобы находились? Ну да, если есть необходимость, допустим, что-то покрывать, вагонку, доску, там, планкен, вот, то, конечно, очень важно, чтобы на территории заказчика было какое-то помещение, желательно закрытое полностью стенами, чтобы там было, не было ветра, не было пыли такой, которая сыпется откуда-то, было достаточно тепло, вот, чтобы покрытие выполнить более-менее качественно. Потому что масло осмо сохнет достаточно долго, и в уличных условиях практически можно не добиться того результата, которого бы хотелось. Вот. Поэтому в данном случае у нас... Ну вы что здесь покрывали вообще, какую доску? Мы покрывали здесь всю необрезную доску лобовую. Вот. Нащельники, лобовые доски все. Карнизы? Покрывали в этом помещении. Нет, карнизы мы покрывали прямо на месте, после монтажа. Вот, а лобовые все элементы, да, отдельными деталями заготавливали сначала, их обрабатывали. Ну какой выход, если нет навесов, нет помещений, вот вы приехали только сруб и надо крышу сделать и что-то покрыть, есть какой-то выход? Ну в таком случае нужно заранее, конечно, это оговаривать и предупреждать заказчика о том, что необходимо будет покрасить, чтобы, возможно, он искал какой-то цех или, может быть, где-то неподалеку складские какие-то помещения, где можно было бы все-таки осуществить. Потому что, так как вот здесь, например, в данных условиях сильные ветра, летит постоянно пыль, летят семена растений, опилки разные летят, и поэтому покрыть практически качественно невозможно. Вот, либо налетит грязь и пыль, либо просто она не будет сохнуть. Вот, либо дождь накапает и испортит тоже все покрытие. Поэтому, конечно, желательно заранее всегда этот момент оговаривать. Ну это вот у тебя масло осмо везде, да? Да, здесь покрыто маслом осмо для наружных работ. Бесцветное. Бесцветное, матовое, да, шелковистое. Ну вот мы закончили этап строительства лесов. Сейчас начинаем разметку всех плоскостей, четвертей для дальнейшего спиливания. После того, как мы определили и разметили угол крыши, вот, мы поставим сейчас наши шаблоны, отобьем по ним плоскости каждой слеги. После этого на спиленной плоскости нам нужно будет прикрепить брусок размером 10 на 7 сантиметров, высоту 7 сантиметров, по ширине 10. Он укладывается и крутится по центру, после чего здесь образуется полка ниже. Между плоскостью и бруском образуется полка, на которую будет закладываться необрезная доска. Необрезная доска будет у нас укладываться вертикально от конька к краю стропил. Вот, закладываться она будет сегментами между слегами, вкладываться в четверти. Вот. Здесь она будет крепиться наглухо к бруску, к слеге, точнее, возле бруска. В этой части она будет оставляться перед бруском зазор для сползания крыши. Вот. И крепиться она здесь не будет, так как произойдет усадка фронтонов слеги, расстояние между слегами осевое сократится, и доска должна будет сползти к бруску. Ну вот, после того, как мы определились с глубиной и выставили наши шаблоны, задали плоскость крыши, вот, мы между шаблонами натягиваем отбивочный шнур и пробиваем плоскости по слегам. Вот Вася сейчас продемонстрирует, как это делается.
Так как подшивка потолков из необрезной доски у нас идет прямо по скату, то у нас есть задача все примыкания к срубу доски спрятать в четверти и в штробы. Вот, для этого мы пропиливаем в плоскости со слегами вот такие четверти, где будет край доски укладываться. И ниже стены по карнизу мы пропиливаем такие штробы. Сюда также будет закладываться необрезная доска. Вот. И вся крыша у нас будет скользящая, поэтому не должно быть никакого сопротивления. Все должно проходить вниз по направляющей. Вот фронтон наружной стены мы полностью не срезаем. Мы оставляем вот такую полку. Здесь получается четверть, вот, которая формирует теплый угол. Вот, ниже здесь также будет пропиливаться штроба, в которую укладывается необрезная доска. Хотел пару слов сказать про толщину паза, вот, про маленькое поднутрение. Вот сейчас при изготовлении крыши у нас вскрылись внутренние пазы. Вот мы срезали фронтоны, запилили четверти, и у нас вскрылись внутренние пазы, и можно как раз таки в разрезе заметить вообще, насколько качественно сделано поднутрение. Давайте посмотрим. Как мы видим, поднутрение очень маленькое. Уже какая-то частичная усадка произошла. Весь колемалан лежит плотно, прижатым. Вот. Пазы везде равномерные. Это говорит о том, что достаточно важно соблюдать одинаковую толщину паза и пользоваться по замерам. Вот. Заложили первый проем. Доска везде с зазором. Вся усядет. Эти саморезы, они на глубину не проходят. Они соединяют только вот эти две доски между собой, нащельник и лицевую доску. Вот. Сквозного здесь вообще нету. Здесь полностью она свободна. Вот. Наверху закрепили ее полностью. По бокам для прижатия более плотного к фронтону сделали вот такие вот брусочки. Приветствую, Игорян. Привет, Сань. Ну, расскажи, есть вопросы? Крыша получилась у тебя отличная, эксклюзивная, с подшивой, с кедровой, с широкой. Вот. Ну, вопросы какие, то есть, чтобы долго не занимать зрителя, какие основные этапы, получается, надо выдержать, да, сделать, чтобы получить такую достойную крышу? Из чего они складываются, так скажем, какие подводные камни могут быть? То есть, вот об этом. То есть мелочи не берем, а вот по основам пройдемся. Ну, в первую очередь надо иметь понимание просто о том вообще, как строятся крыши на деревянных домах в общем и на именно срубах в частности. То есть конкретно имеется в виду срубы с рубленными фронтонами, там, где происходит процесс усадки. Вот. То есть здесь у нас, я так понимаю, оно так и есть. Да, здесь в данной вот конкретной бане у нас рубленые фронтоны, а это обозначает, что фронтоны будут усаживаться, и скаты должны быть скользящие. То есть нигде у нас не должно быть жестких креплений.
вот, чтобы в итоге не повисло все это дело и не появились у нас щели в пазах, и либо это все начало ломаться со временем. Вот. Поэтому, ну, необходимо учитывать этот момент обязательно и все узлы прорабатывать именно с учетом вот этой самой специфики. Ну, сейчас я беру камеру, короче, и иду по ходу, снимаем Игоря. Он будет у нас говорящей головой, а мы будем его спрашивать. Ну, давай, Игорян, про скользячку там ты что-то говорил. Давай продолжим. Ну да, крыша у нас скользящая. Вот, и так как здесь у нас еще и подшиты все потолки и карнизы, вот, то нам нужно было учитывать все эти моменты и как бы закладывать специальные четверти во всех местах, где у нас идет примыкание доски к срубу, вот, чтобы там не было никаких жестких креплений и все это скользило. То есть там, где это необходимо, доска должна будет заезжать внутрь слег, а там, где это необходимо, она наоборот будет выезжать свободно, и ничего ей не должно препятствовать в этом случае. Поэтому жестких креплений, именно подшивки к местам соединения со слегой у нас ну, нигде нет. А что даст, если просто жестко закрепить все, чтобы не скользило? Допустим, вот, ну, кто не умеет делать, не знает, что надо делать со скользящими элементами, или неправильно их сделать, а просто, ну, да я вот так сейчас жестко закреплю, и ничего никуда не денется. Ну, здесь может быть два варианта, как бы. Если крыша легкая, то в таком случае, скорее всего, просто все жестко заклинится и начнут образовываться щели именно вот в пазах фронтона. Вот. Если же у нас крыша тяжелая, как здесь, она покрыта керамической черепицей, то давление будет достаточно сильное, а тем более зимой еще при наличии снега, давление будет настолько сильное, что просто эти соединения начнут ломаться, саморезы начнут просто вырываться, обламываться, и ну, начнется такая неправильная деформация. Где-то будет подвисать, где-то будет переламываться, и ну, в итоге это скажется на, как бы, на общей... Ну, на общем виде вообще кровли и на ее функциональности вообще. Ну, ты говорил же, что вообще в принципе нежелательно делать с яндовыми, если есть рубленые фронтоны. Вообще мое личное мнение, да, как строителя вообще и ну, моих друзей, которые занимаются тоже кровлей, что ну, крыши с рубленными фронтонами сложнее обычной двухскатной конфигурации должны вообще уйти в прошлое. То есть желательно делать постенбим и жесткий второй этаж. Вот. В таком случае ну, проблем будет гораздо меньше. Потому что в любом случае, когда делаются сложные крыши с рубленными фронтонами, происходит неравномерная усадка разных фронтонов. Вот. И в местах соединений, то есть в виндовых, начинаются деформации. Ну, вот. Двухскатку мы не берем, то есть двухскатку в принципе можно сделать. Двухскатку можно сделать, и даже в данном случае вот с небольшой элькой здесь у нас, вот с таким небольшим фонариком, такие крыши тоже вполне можно делать. Здесь у нас вот эта элька, она жестко закреплена вместе со всем скатом, вот, и усадка будет происходить совместно. Угу. То есть будет скат ехать вместе с ней? Да, вместе с элькой. Она у нас не отдельно завязана к каркасу. Угу. Ну, понятно. С усадкой, со скользящей мы разобрались. Давай следующий. Какие еще есть у нас аспекты, которые необходимо учесть при данной кровле? Там керамика, я не знаю, еще что-то есть, еще что-то? Нет, ну в целом здесь много очень важных нюансов. Конечно, если эта крыша утепленная, то должно быть качественное проклеивание пароизоляции. Пароизоляция должна клеиться, ну, проклеиваться на скотч между собой к срубу, к фронтонам. Она приклеивается на качественные герметики. Вот. Делаются специальные деформационные складки, чтобы при усадке не было никаких разрывов, не было отклеиваний. Угу. Вот. Поэтому ну, пароизоляция — это один из важных моментов, который как бы сохраняет именно утеплитель в сухом состоянии. Потому что все минераловатные утеплители, они боятся намокания.
если где-то просачивается пар из помещения, а так как здесь баня, здесь влажность повышенная будет внутри. И прохождение пара в кровельный пирог, он снижает теплоизоляционные свойства потом просто в разы. Начинается промерзание в этих То есть, ну, местах. это вытяжка как бы должна быть, правильно? Чтобы пар так вот активно там, или когда бревно сохнет, то есть мы должны вытяжку Нет, ну сделать. вытяжка, конечно, быть обязательно должна, но в первую очередь должна быть качественно проклеена пароизоляция. И сверху утеплителя должна быть хорошая диффузионная мембрана, которая выводит лишнюю какую-то влагу. Мгм. Вот это два важных момента, которые, ну, именно сохраняют тепло. Вот. Ну, что касаемо там кровельного покрытия конкретно, тут уже в зависимости от того, какой материал мы используем, керамика это там или композитная черепица, металлочерепица или там гибкая, ну, любое из покрытий, ну, там, соответственно, надо выполнять требования просто технологии, которые как бы разработаны специально для монтажа этих материалов. Расскажи по подшиве вкратце, хотя там в ролике ты показывал процесс, как это делалось все. Вот. Да, очень на самом деле трудоемкий процесс. Вот если сразу делать крышу с подшивкой всех карнизов и потолков, то необходимо всю доску полностью обработать предварительно. То есть мы ее строгали, вот, потом шлифовали болгаркой, шлифовали вибрационной машинкой, вот, потом покрывали ее маслом осмо. Покрывали и монтировали. То есть что, скажи, то есть как бы сушилки, да, нужны? Да, чтобы да, были? изначально доска, конечно, отдается в сушильные камеры, вот, сушится до необходимого состояния, и потом вот уже делается ее обработка предварительная вся. Потом, как правило, всегда перед монтажом, то есть мы делаем основную всю обработку, и перед монтажом потом мы еще раз проходим где-то вибромашинкой, проходим, ну, где-то какие-то царапины, удары, или там просто потемнела она от солнца, пока лежала. Вот, потом предварительно все доводим как бы уже перед самим монтажом. И даже, ну, при необходимости потом уже по факту где-то что-то тоже доводим, подшлифовываем, подкрашиваем. Потому что всегда в процессе монтажа какие-то могут быть там небольшие повреждения. В общем, самый основной трудоемкий процесс вот в этой конкретной крыше был именно с этой доской. Потому что здесь, ну, мало того, что ее нужно было еще обработать, то нужно было учесть все вот моменты усадки и закладывать ее с учетом вот как бы этих всех моментов. Еще и ты говорил, ты в линию выстраивал их в одну. чтобы Да, не было еще смещений. тут главная задача была вот Получается, как будто одна доска у тебя выстроить лежит рисунок, от да. верха до низа. Если мы посмотрим, да, у нас такое складывается ощущение, что от конька до самого низа вот карнизных свесов у нас цельная доска лежит. Но на самом деле это не так. На самом деле у нас разорвана она на отдельные части. Вот. Здесь у нас сегмент в середине и внизу отдельно. Вот. Каждый они независимо отдельно закреплен. Вот верхний сегмент доски, например, закреплен у нас в коне, в нижней части же он не закреплен. Там специально оставлено свободное пространство под то, чтобы он заезжал внутрь слеги. Также происходит средняя, ну, как бы усадка средней вот этой доски. Нижняя же, наоборот, по-другому устроена. Нижняя доска у нас карнизная, она привязана жестко к стропилам снизу, а сверху она спрятана внутрь слеги, свободной, без монтажа. И она по ходу того, как крыша усаживается и стропильная система съезжает, доска выезжает из этой слеги вниз. Вот. Но рисунок нужно было выстроить таким образом, что как будто бы это вот одна цельная ровная доска, чтобы они были ровно, стрелялись и по рисунку полностью как бы подходили. Ну, расскажи по отношения. материалам вкратце, то есть что у нас, какая мембрана использовалась, какие там и герметики, там чем приклеивал ты к срубу. Ну, там если начать снизу, да, теплого пирога, то мембрана использовалась Delta Reflex. Вот. Потом утеплитель Rockwell. И сверху
Delta Neo Vent, диффузионная мембрана. Пароизоляцию между собой склеивали дельтовским скотчем мультибенд. Вот. А к срубу ее приклеивали с жидкими влагостойкими гвоздями, с достаточно прочным, как сказать, жидкие гвозди, которые очень прочно держат на разрыв. Это силикон или что это? Нет, это не силикон, они на полиуретановой основе. Вот. Прочные настолько, что когда я сделал одно склеивание, потом мне необходимо было там кое-что поменять, и я попытался оторвать в этом месте спустя несколько дней. У меня этого не получилось, мне пришлось все срезать и стамеской буквально срубать от фронтона это клеевое соединение. И также они влагостойкие, D4. Черепица здесь Wienerberger, австрийская фирма, серия Тандач. По весу сколько ты считал? Конкретно эта черепичка весит 2,8 килограмма одна плитка. Здесь у нас где-то 2400 плиток. Получается общий вес примерно 6 тонн, около того вроде бы. Это классно, как раз для сруба хорошо. Может быть, поэтому весь скрайбинг и задавился. Да, для сруба на самом деле это отлично очень, когда есть керамическая черепица. Она здорово придавливает. Смотри, получается у нас что? Первое — это скользящие элементы, учет, да, и, как говорится, понимание процесса скольжения усадки всей фронтовной. Да, Если это пост-н-бим, это, конечно, не требуется. Но тоже, наверное, какие-то есть особенности, связанные именно со срубом. Второе — это что у нас? Это материалы правильные, хорошие, которые адгезию определенную, обеспечивают. Тем самым качество и все это, соответственно, не будет пробивать пары. Конечно, важно выдержать технологию при утеплении. Просчет этих материалов, чтобы опять же хватило, чтобы не получилось как с черепицей. По доске, то есть сухая должна быть, опять же обработка правильная, чтобы ее не коробило, не вело, и качество доски, соответственно, тоже должно быть хорошее. И хороший должен быть. Я понял, что вы особо, то есть, мы же пилили сами, привозили свою доску, поэтому брака, наверное, особо и не наблюдалось здесь. Вообще минимально, на самом деле, было брака, но пришлось все равно подбирать, то есть где-то по рисунку нужно было выбирать нужные доски. Какие-то не подходили тоже немного. Поэтому, конечно, нужен хороший запас, чтобы было из чего выбрать. Подобрать рисунок, например, ширину подобрать. А скажи, допустим, следующие крыши, да, то есть я не говорил в начале видео, хотя можно было бы и сказать, что крыша и сруб — это две разных абсолютно темы. И даже если ты, например, у нас в компании занимаешься крышами и делаешь их, да, то не каждый заказчик, допустим, согласится работать с тобой. То есть он может найти что-то подешевле, из других материалов, не знаю, работа другая будет подешевле тоже стоить. То есть ты как считаешь, как быть, и надо ли именно, может быть, те, кто умеют делать на срубах крыши, они и должны этим заниматься? Да, конечно, хотелось бы об этом тоже сказать, потому что часто заказчики, они говорят, вроде бы, если, например, рубщиков не так много и выбор не так велик, то кровельщиков как будто бы хватает вообще очень много. Можно зайти на любой сайт вакансий, и там будет огромное количество кровельщиков, которые накрывают, то есть домов строится достаточно много, и крыш также на них строится очень много. Но, как правило, дома эти каменные, бетонные, кирпичные, еще из каких-то каркасные. И крыша на таком доме, она отличается, конечно, сильно отличается от крыши на деревянном доме. И если у заказчика есть понимание, что он найдет себе кровельщиков, то не всегда так бывает. Эти люди могут прийти и сделать ему совсем не то. Потому что здесь есть свои нюансы, специфика. То есть здесь, во-первых, приезжаешь на объект, например, уже с собранным срубом, здесь есть
Просто дикие бревна. Слеги, фронтоны, все это дикое, не спиленное. Нужно рассчитать, вывести все высоты, вот, разметку сделать полностью всю. Потом это все необходимым образом выпилить, спилить фронтоны, спилить слеги, сделать все теплые четверти. Вот. И, в общем-то, такую работу сделает не каждый обычный кровельщик, который кроет там регулярно крыши на бетонных зданиях, на кирпичных зданиях. Вот. Поэтому, конечно, если заказчик хочет, чтобы крыша была выполнена качественно, то желательно обращаться к людям, которые именно специализируются на этом, которые занимаются именно на крышах, вот, на срубах, на деревянных вообще домах, даже на брусовых домах, потому что здесь есть свои нюансы. Вот. И, естественно, это стоит дороже, чем обыкновенная крыша. Что тоже также у заказчика может возникнуть вопрос. Ну вот смотрите, здесь квадратный метр кровли стоит, например, там столько-то. Вот смотрите, вот куча фирм, да, которые мне предлагают накрыть этот квадратный метр кровли за столько. Вот. А почему у вас там, например, стоит он дороже? И, ну, здесь как бы важно понимать, что это сильно отличается работа. Одно дело поставить на бетонном здании маурлат, поставить жестко стропила и дальше все как бы на них крепить. И другое дело совсем именно здесь. Как я уже рассказывал, здесь идет момент скольжения, здесь нужно рассчитать все высоты, все плоскости. Четверти. Все это, да, засунуть четверти, там, срезать, утеплить. да, все это рассчитать таким образом, как это будет усаживаться, выезжать, заезжать. Вот. Поэтому здесь есть своя специфика, и если как бы есть желание в итоге не иметь никаких проблем с крышей в будущем, то, конечно, желательно обращаться к людям, которые занимаются конкретно вот именно крышами. Ну вот здесь сначала мы заходим сюда, попадаем под входную группу, на крыльцо, на террасу, вот на такой навес крытый, со столбами фактурными, с выносами. Вот, и видим отсюда исторический наш объект, памятник архитектуры ЮНЕСКО, или как он там сейчас считается. Это город Свияжск. Сочетание, значит, вот там древний Кремль, какой-то церкви, видно строение, вот стена какая-то, вон белая тоже идет. И столбики наши фактурные. Здесь у нас раз, два, три, 4, 5 и шестой еще столбик на кукушке. То есть на всех на этих столбах у нас сделаны домкраты. На всех. То есть 3 домкрата внизу, это основные, которые компенсируют усадку основного сруба. И на мелких столбиках, так как у нас фронтоны, и там тоже идет усадка, на всех мелких столбах, и также наверху, так как вот эти 1,5 метра тоже они не усаживаются, тоже должна быть компенсация. Поэтому мы везде видим вот эти щели для потайных домкратов. Ну и вот здесь вот первая комната, это у нас зал. Зал гостевая, она же прихожая. Со вторым светом, с выпусками под разные приколюшки. Тут скульптура будет стоять. Или здесь, или на верхней белка. То, что я показывал там в инстаграме. Если кому интересно, можете посмотреть. На второй балке тоже белка должна была быть там у нас. Но потом что-то перерешали. В общем, сделали одну. Вот, пока будет одна скульптура. Что, вот у нас потолки также кедровая необрезная доска, только не покрытая. Вот здесь у нас заказчик сказал, потом сам этот вопрос решит. Вот поэтому пока так в естественном цвете, может быть и вообще не надо ее покрывать будет. Она и так в принципе хорошо смотрится. Она темнеет, краснеет так слегка. Вот вид тоже зашибенный. Половинки пока у нас не выпилены. Столбики у нас вот эти вот, про которые я говорил, пойдут на гульбище фактурные. То есть по всему контуру, раз, два, три, четыре, пять, вот так вот. По-моему, их там сколько штук-то? 2, 4, 5 штук. Вот они так и пойдут у нас с той стороны, по внешней. Ну, можно пройтись еще вот сюда, вот глянуть виды. Окошки очень грамотно расположены. То есть, опять же, вид на ферму, на крыльцо, на комли резные. Здесь большое окно с видом на Волгу.
Пейзаж, конечно, как картину можно писать отсюда. Вот. Ну и Свияжск, конечно же, Свияжск с торцами, то есть через торцы мы смотрим, наблюдаем древний город. Ну вот заходим сюда, следующая комната, это у нас санузел с окошками. Ну, тут заказчик еще будет по ходу решать, как делать тут стенки, какой потолок будет, потому что здесь тоже сейчас второй свет, везде по всей бане второй свет утепленный. Вот. Так что здесь еще в процессе, в общем, все будет решаться по ходу. Ну, сейчас Игорь сюда зайдет, следующая комната у нас. Это у нас мойка. Мойка большая, 6 метров по длине, 2,5 по ширине. Также второй свет у нас здесь. Вот. В принципе, это неплохо, потому что будет больше воздуха, воздух будет не такой спертый, вот. Плюс еще вентиляция будет, то есть здесь будет комфортно находиться. И плюс в таких еще мойках это пространство. То есть здесь можно расположить, ну в принципе заказчик так и рассказывал, что здесь встанет купель, примерно, то есть отсюда с парилки, когда выходишь сюда, заныриваешь, вот, тут купаешься, смотришь на Волгу, там Иван Васильевич, может, проплывает где-то. Вот. И здесь что еще можно? Бочка будет висеть на стенке. Здесь просто пространство, допустим, моечное какое-то. И несколько человек, допустим, 3-4 мужиков спокойно здесь могут как-то вот располагаться. То есть не в тесноте, так скажем. Ну, заходим в парилку. Парилка небольшая, но в принципе также будут полки, хватит для 3-4 человек спокойно. Ну вот и все, будем прощаться с этим атмосферным местом, историческим, древним, с нашей банькой из кедра, эксклюзивной, сказочной. Спасибо всем, кто принял участие, спасибо большое заказчику, что дал нам этот заказ, дал возможность сотворить красоту. Игоряну отдельное спасибо за крышу и его команде, что так все кропотливо, качественно подошел к процессу. Надеюсь, что следующее видео у тебя будет более информативное, подробное, информативное, да. Полноценное, да. Следующие этапы можно снимать, так как ты уже снял подробно про доску, про фронтоны, опиловку, про муэрлат и брусок, то есть подготовку ты как бы все отснял, классно. То есть у Игоря такая специфика, что он делает все подробно, качественно, не торопясь, поэтому не всегда получается совместить съемку с полноценным, так скажем, процессом рабочим, вот, чтобы быть в строю и уже как бы, ну, руками что-то делать, так скажем. Ну, Игорь вроде не против, снимать он любит, вот как он говорит, поэтому будет стараться. Всем большое спасибо проектировщикам, рубщикам, Сереге Черкесову, Матвею, не знаю, слов нет, одни эмоции. До новых встреч. Следующий объект будет Тюмень, это будет 3-й объект в этом сезоне, это у нас 2-й в этом сезоне сдаем. Вот. Еще будет несколько, еще будет Москва, вот, так что поснимаем, покажем. До новых встреч. Пока. Пока. Это 2-й сезоне, да? Ну, вроде как, да.